Вездеходы всегда удивляли своими техническими решениями и нестандартными размерами. Но сегодня я собрал для вас самые необычные проекты, которые поразят даже самого искушенного зрителя. От машин размером с дом до подземного змея Третьего Рейха, который должен был не просто везде проходить, а делать это напрямик, насквозь. А в конце покажу таинственный американский вездеход, который попытались спрятать в снегах Антарктиды, а потом и вовсе затопили. Почему? Смотрите до конца. ЗИС-Э-134. 50-е. Эпоха, когда в СССР зарождались легенды советского автопрома. Представьте себе, холодная война в разгаре, и вот на сцене появляется настоящий инженерный чудо-монстр – супертранспортер, задуманный ни много ни мало как лучший друг солдата. Его миссия – быть неуязвимым для любых препятствий, будь то грязь, вода или прочие заграждения. За этим чудом стояло промышленное предприятие с громким именем Иосифа Сталина. Именно там, в 1954 году, был дан старт этому амбициозному проекту. Нужно было создать машину, способную нести на себе до 3 тонн груза, тащить прицеп весом до 6 тонн и при этом легко маневрировать по любой местности. Звучит как настоящее испытание, не правда ли? И вот спустя год легендарный Виталий Грачев, маэстро советского оффроуда, представляет миру прототип этого гиганта. Назовем его макет номер 1. Что в нем особенного? Во-первых, колеса. Удивительное расстояние в 1,5 метра между осями. Водитель мог управлять этим гигантом не напрягаясь, благодаря гидроусилителю руля, который на тот момент был удивительной технологией. На испытаниях макет номер 1 показал себя великолепно. Траншеи, стены, броды, для него не было никаких преград. И вслед за ним появляется макет номер 2, или ЗИС-134Э2, еще более совершенный. Он стал прародителем знаменитых зиловских амфибий. Но, увы, ни один из этих инженерных шедевров так и не попал в серийное производство. На тот момент все основное финансирование уходило в ракетостроение. Тром-20 – еще одно чудо машиностроения, но уже современного. Этот гигант стал не просто вездеходом, а настоящим трансформером. С его трехзвенной, 12-колесной конструкцией он похож на аппарат из фантастического фильма, способный адаптироваться к любым условиям. И вот самое интересное – последняя секция у него отстегивается. Очень практично. Тром-20 без труда перевезет 5 тонн груза через самые зловещие болота, а в пассажирском варианте до 25 человек. Но это еще не все. На твердой поверхности он способен увезти целых 10 тонн. Как он это делает? Благодаря своим новым шинам размером 1750 на 800 мм. Ведь это не просто колеса, а настоящие 2-метровые монстры, позволяющие Тром-20 нести на себе огромные грузы, не теряя в проходимости. А что он еще может перевозить? Бревна, трубы, любой тяжеловесный длинномер. Но и это еще не все. Представь, на него можно установить пожарную емкость для тушения лесных пожаров, оборудование для прокладки зимников, даже бурильно-крановую установку, а его способность плавать делает его уникальным в своем классе. Аппарат очень достойный и востребованный по всему миру, благодаря абсолютной универсальности. Ну а теперь давайте я расскажу вам про что-то вообще нереальное. Змей Мидгарда – это даже звучит как что-то из мира мифов и легенд. Именно такое название получил грандиозный проект германского инженера Риттера, вдохновленного австралийско-венгерскими траншеекопателями. Представь себе вездеход, который мог бы стать самым большим и самым длинным бронетранспортером в истории. Риттер начал работу над этим проектом в 1934 году. Его целью было создать гибридную бронемашину, которая могла бы ездить как танк, рыть туннели под землей и погружаться под воду до 100 метров. Змей Мидгарда должен был состоять из 77 отдельных ячеек, каждая из которых имела бы размеры 6,8 метра в ширину, 3,5 метра в высоту и 6 метров в длину, что давало общую длину в 524 метра.
Впереди конструкции предполагалась буровая установка с 4 бурами диаметром 1,5 метра каждый. Для ее приведения в действие планировалось использовать 9 двигателей общей мощностью 8800 лошадиных сил. А вот за продвижение вперед отвечали бы 14 двигателей мощностью 19 800 лошадиных сил. Предполагалось, что скорость будет 30 км в час на поверхности, 10 км в час под землей и 3 км в час под водой. Да уж, вот эта машина! На борту «Змея» Мидгарда планировалось перевозить 960 кубометров топлива, а также электрическая кухня, спальные места, мастерские, перископы и множество другого оборудования. Вооружение включало бы 1000 зарядов мин, легкие заряды и спаренные пулеметы. Общий вес такой машины составил бы 60 тысяч тонн, а экипаж – 30 человек. Проект, однако, был слишком дорог и амбициозен даже для нацистской Германии, и не удалось найти средства на его реализацию. В конце Второй мировой войны под Кёнигсбергом были обнаружены остатки какой-то большой конструкции, предположительно части «Змея» Мидгарда, но точно установить это не удалось. ЗИЛ-С-167 – это очень амбициозный советский проект. Снова за дело берется гений Виталий Грачев и его команда в ЗИЛовском СКБ. Заказчик – никто иной, как Московский городской Совнархоз. И вот, в сжатые сроки, они творят просто чудо. ЗИЛ-С-167. Это не просто вездеход, это настоящий гигант. Он был построен на базе шасси ЗИЛ-135Л, но был гораздо более легким. Стеклопластиковый кузов снижал вес до 12 тонн. И не только кузов, но и колеса из стеклопластика, разработанные в сотрудничестве с МВТУ имени Баумана. Это было поистине революционно. И вот еще одна изюминка. 2 мощных 180-сильных V8 двигателя, по одному для каждой стороны. Это давало ему возможность перемещаться по бездорожью с радиусом автономности в 600 километров, благодаря 900-литровому топливному баку. Но почему же этот шедевр так и не попал в серийное производство? Увы, ответ лежит в его технической сложности. В то время в СССР предпочли более простые и доступные решения, такие как гусеничный транспортер ГТТ. Так ЗИЛ-С-167 остался лишь прототипом, экспериментальным доказательством того, на что были способны советские инженеры. Вездеход ЭТ-8 стал еще одним проектом, который вышел из-под пера советских инженеров. Начало 60-х, холодная война, а в СССР вновь затеяли создание чего-то невообразимого. Под руководством А.М. Хлебникова в специальном отделе института зарождается проект Я-194, получивший неофициальное название «Ураган». Задача – перевозка людей и грузов по болотам и снегу. Это был настоящий вызов. В этом снегоболотоходе было много интересного. Например, регулировка давления в шинах прямо с водительского места. Экспериментальный образец был сделан в 1962 году, и очень многие увидели с ним сходство с американским терракрузером ММ-1. Но, конечно, существенная разница была в начинке. У американцев – авиационный двигатель, а у советского вездехода – серийный автомобильный мотор. Конструкторы старались использовать серийные узлы и агрегаты. Кабина была взята у АТС, а мотор ЗИЛ-375 с его 180 лошадиными силами обеспечивал неторопливое движение вперед. Интересно, что подвески не было вовсе. Вместо нее использовали пневмокатки, которые обеспечивали высокую проходимость и амортизацию, упрощая конструкцию и уменьшая вес. На испытаниях «Ураган» показал себя превосходно, особенно на заболоченной местности. Он двигался устойчиво, сохраняя тягу. В сравнении с гусеничной техникой, например, с ГАЗ-47, у него был больше эксплуатационный ресурс. К 1963 году вездеход модернизировали, установили другой двигатель Я-М3-238, удлинили кузов, сделали ряд изменений в конструкции. Изменения коснулись и грузоподъемности. Теперь она была уже 5 тонн, а не 8. Ожидания от новой техники были высоки. Вездеход проходил испытания в разных условиях, демонстрируя свое главное достоинство – минимальный вред пластам с ископаемыми.
Но, к сожалению, на госприемке выяснилось, что машина тяжелее своего американского аналога почти вдвое и из-за этого уступает в управляемости и маневренности. И вот так «Ураган» остался лишь главой в истории советского автопрома, но не стал массовым производственным решением. ЗИЛ-135Ш. Специальному конструкторскому бюро ЗИЛ была поставлена необычная задача – создание нечто совершенно невероятного – транспортера для ракеты-носителя Н-1, настоящего супертяжа среди вездеходов. Этот проект был настолько грандиозен, что инженерам пришлось начать с малого, с уменьшенной копии. Перевозка такого огромного груза на Байконур была серьезным вызовом. Ограничения железнодорожного транспорта заставили задуматься о других вариантах. Поэтому и потребовалась эта невероятная машина на 8 четырехколесных стойках, способная нести на себе 100 тонн и двигаться на колее шириной 11,2 метра. На первом этапе они создают условно-масштабную модель ЗИЛ-135МШ размером с обычный грузовик, но при этом с гибридной начинкой. И вот что самое поразительное. Все, что находилось ниже кабины, было чистой инновацией. Опорно-поворотные стойки от самолета Ил-18, гидропневматическая подвеска, возможность изменять высоту дорожного просвета. Каждое колесо имело встроенный 15-киловаттный электромотор, и стойки могли поворачиваться на 90 градусов для улучшения маневренности. А вот бензиновый двигатель в кузове был только для питания 120-киловаттного генератора, который в свою очередь приводил в действие мотор колеса. Другой двигатель V8 использовался для вращения задней оси, что помогало в сложных ситуациях. Но, к сожалению, этот инженерный шедевр так и не увидел свет в полном размере. Концепция проекта изменилась, и от идеи великана, способного нести на себе космический корабль, к сожалению, отказались. Носорог – вездеход, созданный Эли Агнидесом, инженером с уникальным взглядом на мир. Он был человеком неординарным, вдохновленным самой природой, что и подтолкнуло его к созданию таких необычных механизмов. Носорог – вездеход, который действительно напоминал своего животного тезку. Этот металлический гигант с огромными сферическими передними колесами весом 700 кг каждое и меньшими задними был настоящим чудом инженерной мысли. С его длиной в 5,8 метра, шириной в 2,9 метра и высотой в 2,7 метра, он был как настоящий железный носорог, правда, без рога. И вот самое потрясающее. Несмотря на свои габариты и вес в 5 тонн, носорог мог разгоняться до 70 км в час на шоссе и до 8 км в час на воде, а его способность преодолевать подъемы с углом до 60 градусов и опрокидываться только при 75 градусах – это было настоящее чудо. Замысел создателя был благороден – использовать вездеход для патрулирования границ США и Канады в труднодоступных районах. Однако пограничники и военные не оценили носорога. Да, проходимость была уникальной, но практических задач он решать не мог. Не мог перевозить много людей или грузов, не имел брони, да и вообще был уязвим. В итоге, несмотря на все необычные характеристики и внешний вид, который привлек внимание журналистов, носорог так и остался в единственном экземпляре. ВАЗ-2122 «Река» – это проект, над которым работали в Тольятти целых 11 лет, с 1976 по 1987 год. Почему так долго, спросите вы? Да потому что задача перед конструкторами была по-настоящему сложной. Они хотели создать не просто очередной вездеход, а настоящее многофункциональное транспортное средство, способное справляться как с сушей, так и с водой. «Река» была настоящим техническим чудом. Она могла плавать благодаря вращению своих собственных колес. Перед погружением в воду достаточно было закрыть передний воздухозаборник для герметизации моторного отсека, и вуаля, бензиновый мотор 1.3, коробка передач, раздатка – все было готово для плавания. Компоненты трансмиссии и ходовой части даже позаимствовали у легендарной Нивы. Работа над «Рекой» велась неспешно, но очень тщательно. Были выпущены 6 версий, каждая из которых учитывала ошибки и недостатки предыдущих.
Так, в третьей версии удалось избавиться от проблем с охлаждением и перегрузкой трансмиссий. Вездеходы четвертой версии прошли свыше 30 тысяч тестовых километров и 50 часов плавания. После всех этих испытаний реку рекомендовали к военному применению и постановке на конвейер. Но, увы, даже после столь внушительного объема работы ВАЗ-2122 так и не был запущен в серийное производство. Армия просто не нашла для этого средств. Снежный крейсер, созданный в 1939 году Иллинойским технологическим институтом и Томасом Поутлером, который имел опыт участия в антарктических экспедициях, был чем-то совершенно новым и революционным. Представьте себе, 17 метров длины, ширина более 6 метров и высота до 5 метров благодаря пневмоподвеске. Этот гигант мог развивать скорость до 48 км в час и проезжать 8000 км на одной заправке, благодаря своему огромному топливному баку на почти 10 тысяч литров. Снежный крейсер был настолько продуман, что мог служить не только транспортом, но и жильем для экипажа в случае непредвиденных обстоятельств. В нем были комнаты, места для хранения еды, топлива и других материалов. А еще в нем был отсек для хранения и обогрева колес, чтобы они не трескались от мороза, и даже площадка на крыше для пятиместного самолета с дополнительным топливным баком. Однако, несмотря на все эти инновации, эксплуатация снежного крейсера оказалась проблематичной. Большие колеса без протектора не позволяли ему нормально передвигаться вперед, и вездеход был вынужден двигаться задним ходом, что приводило к перегреву двигателей. В итоге за 14 дней экипаж смог преодолеть лишь 148 километров. После возвращения Поутлера в США снежный крейсер стал научной базой, но со временем был забыт в снегах из-за Второй мировой войны. Он был обнаружен в 1946 и 1958 годах, но потом исчез, и многие думали, что его украли советские власти. Но, скорее всего, этот уникальный вездеход покоится где-то на океанском дне, куда его отправили власти, чтобы Советам не достались эти уникальные разработки. Как это обычно и бывает, многие легендарные проекты, к сожалению, так и не уходят в серийное производство. На этом у нас все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. И до встречи в следующих видеороликах. Пока!